Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицын, и это 15-й новостной CJ-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вышел новый и весьма полезный плагин Recall для Cinema 4D от Rocket Lasso. Команда Rocket Lasso более 20 лет разрабатывала плагины для Grayscale Gorilla. В чем заключается функционал этого инструмента? Recall записывает все твои действия, совершаемые в C4D. А это значит, что доступен возврат объектов в любое состояние, которое захочешь, ну и когда захочешь. Теперь можно экспериментировать до умопомрачения и не бояться, что ты не сможешь откатить все назад. Также больше не надо копировать под нуль объект и скрывать все. То есть все варианты модели видны в диспетчере объектов и находятся в быстром доступе. Можно одним кликом превратить один в объект в другой, скопировав на него Recall. Стоимость составляет $109 плюс гарантия возврата денег в течение 2 месяцев. И еще ты сможешь получить скидку за отзыв о Recall, если поддерживаешь Rocket Lasso на Patreon. Кстати, в описании ты найдешь ссылочку на плейлист с обучающими роликами, в которых собрано пошаговое руководство по всем функциям. Компания Effective TDS выпустила обновление Storm 0.3.5. Это инструмент моделирования частиц, который позволяет быстро настраивать и создавать песок, снег, жидкость, твердые или мягкие материалы. Как пишут сами разработчики, Storm был использован в производстве Игры Престолов и X-Men Dark Phoenix. Обновление пока доступно только для Windows. Последняя версия включает в себя экспериментальную поддержку NVIDIA CUDA для ускорения гранулярного моделирования и моделирования SPH. SPH — это вычислительный метод для создания потока жидкости. Также появилась возможность выводить VDB-файлы. Экспортируемые файлы OBJ теперь имеют UV. Добавили новые инструменты, исправили ошибки и оптимизировали работу частиц. Полный список нововведений найдешь в описании. И еще в скором времени в программу внедрят инструменты для создания дыма. Стоимость инди-версии составляет почти $150. Очередной бесплатный контент на сентябрь от Unreal Engine Marketplace. В этом месяце увеличили коллекцию материалов в 2 раза, а представлю некоторый контент. В доступе есть шаблон аркадного космического шутера. В него уже включены 2 игровых режима слежения, меню, искусственный интеллект противника и многие другие настройки. Также представили модель внутренней среды бункера с детализированными реквизитами и материалами для создания реалистичных высококачественных игровых сред. Еще добавили материал скайбокса и шейдер планет для создания космической среды. И плагин UEWC, или единая интерактивная система воды для Unreal Engine 4. Симуляции, совершаемые с помощью этого плагина, автоматически взаимодействуют с любым объектом. Все остальные бесплатные материалы ищи по ссылочке в описании. Обновился Microsoft Explorer. Вышла Corona Render 6 для 3ds Max. Наряду с новой моделью неба и солнца, сэмплера адаптивной средой для изменения освещения и теней в сцене и рандомизации текстуры с помощью UV Randomizer, версия Max получает поддержку имитации пены, смоделированной в Phoenix FD. При визуализации учитывается размытие воды в движении, маски для пены и такие элементы, как Velocity. Также в библиотеку добавили 78 новых материалов для пола, ковролина, керамической поверхности и бетона. Все новые опции смотри по ссылочке в описании. Доступна версия Hair TG Surface Feather Edition для Substance Designer. Программа позволяет создавать перья с множеством элементов управления формой, а также цветом, зазубрин, кривизны и прочего. Для 3D-моделей пера происходит процедурная генерация текстур PBR, которые можно использовать в игровых 3D-движках и программах рендеринга, а также в 2D-иллюстрации. При покупке ты получаешь 2 обучающих руководства и видеоуроки. Стоимость программы для некоммерческого использования составляет $30, а вот инди-версия стоит $60. Ссылочку ищи в описании. Ученые из DreamLab Массачусетского технологического института разрабатывают технологии, предназначенные для исследования подсознания и подтверждения ценности снов. Предыдущие исследования DreamLab показали, что сны могут способствовать укреплению памяти, а также эмоциональной регуляции и общему психическому здоровью. И теперь в планах ученых стоит реализация отслеживания снов и взаимодействия с ними различными способами. То есть они хотят доказать значимость сновидений как инструмент
инструмент для улучшения способностей. Регистрация данных будет осуществляться через датчики устройства, схожего с перчатками. Оно предназначено для стимулирования творческих способностей путем подключения к гипнагогии, полупрозрачному состоянию между бодрствованием и сном, где, возможно, открываются пути для развития сознания. Так вот, устройство отслеживает мышечный тонус, частоту сердечных сокращений и проводимость кожи, чтобы идентифицировать различные стадии сна. И когда пользователь впадает в гипнагогию, устройство воспроизводит заранее подготовленную звуковую подсказку, состоящую из одного слова, и записывает все, что пользователь может сказать в ответ. Также управление сном можно осуществлять через распространение запаха в определенной стадии сна. Уже проводились эксперименты и есть положительные результаты. Направление перспективно в области изменения дезадаптивных воспоминаний, связанных с травмой и сильным стрессом. Поэтому мы в шаге даже от такого развития. В начале месяца NVIDIA представила несколько новых технологических инноваций. Сейчас кратко расскажу о представленных изменениях, а затем некоторые опишу более подробно. Как сообщают разработчики, графические процессоры серии RTX 30 оснащены новыми технологиями для киберспорта, стримеров, CG-художников и геймеров. Какие технологии? NVIDIA Reflex — это сокращение системных задержек. Он обеспечивает мгновенную реакцию в играх на ПК. NVIDIA Broadcast. Он превращает любую комнату в домашнюю вещательную студию с видео и голосовой связью с искусственным интеллектом. А также обновление NVIDIA DLSS делают игры в 8K HDR реальными на видеокарте GeForce RTX 3090. А новые улучшения NVIDIA Studio позволяют творческим приложениям работать быстрее, чем когда-либо прежде. Итак, GeForce RTX 30 серии основаны на новой архитектуре графических процессоров Ampere, которые в свою очередь построены с улучшенными ядрами трассировки лучей и тензорными ядрами, а также новыми потоковыми мультипроцессорами и сверхбыстрой памятью J6X для максимальной производительности игрового процесса. Технические характеристики ты и так уже явно видел, но если нет, то ссылочка в описании. Видеокарты GeForce RTX 30 имеют новую систему охлаждения с двойным осевым потоком, включающие два вентилятора. Повышенная производительность ядер трассировки лучей в видеоиграх в реальном времени вместе с технологией NVIDIA DLSS повышает частоту кадров, сохраняя при этом четкое и ясное качество изображения. Про эту технологию мы уже говорили в одном из прошлых выпусков, но напомним, что это нейронная сеть с обучением, оснащенная специальными процессорами искусственного интеллекта, называемые тензорными ядрами, улучшение которых позволяет ускорять запуск технологий и методов на основе искусственного интеллекта. Графическая память J6X использует инновационную технологию передачи сигналов, чтобы удвоить скорость передачи данных, обеспечивая высокую производительность рабочих нагрузок. Видеокарты поступят в продажу с 17 сентября 2020 года. Тогда же и выпустят документацию, содержащую все технические аспекты карт. Кстати, Embergen в своем твиттере выложили запись о том, что пользователи поддержали их развитие. Цитирую: «Покупайте Embergen, чтобы мы могли купить 20 новых 3090 для нашей команды». Спасибо! Ну что, поможем команде? NVIDIA и ее партнеры из Acer, Alienware, Asus и MSI представили новые игровые мониторы J-Sans. И как сообщают, панели J-Sans с частотой 360 Гц являются самыми быстрыми в мире для киберспорта. Они обеспечивают увеличение частоты обновления на 50% по сравнению с современными экранами с частотой 240 Гц. NVIDIA и AU Aptronics совместно разработали технологию двойного драйвера IPS-панелей. Эта технология обеспечивает быстрое и стабильное время отклика и улучшенную цветопередачу. Также дисплеи оснащены первым в мире анализатором задержки NVIDIA Reflex. Он обнаруживает щелчки, исходящие от вашей мыши, и измеряет время, необходимое для того, чтобы совершаемое действие, например, выстрел из пистолета, происходил без залипаний. Еще дисплеи имеют новый предустановленный режим J-Sans eSports. В нем есть созданные вручную настройки
настройки, специально разработанные для таких игр, как Valorant и Rainbow Six Siege. Настройки JSONs и Sports обеспечивают минимальную задержку за счет увеличения уровней черного и настроек уровней гаммы для компенсации более темных контрастных областей, тем самым позволяя игроку лучше различать объекты в темной местности. А вот приложение NVIDIA Broadcast на базе искусственного интеллекта при запуске видеокарты 30-й серии раскрывает все возможности улучшения производительности недорогой аудио и видеотехники. Broadcast — это универсальный плагин, который работает с большинством популярных приложений для потоковой передачи в реальном времени, а также голосового чата и видеоконференции. Broadcast имеет три функции. Первая — это удаление фонового шума, и, как пишут разработчики, искусственный интеллект удаляет даже лай собаки, ну или звонок в дверь. Вторая — это замена фона, но здесь нет ничего сверхъестественного. А вот третьей функцией является Auto Frame, который увеличивает масштаб изображения и использует искусственный интеллект для отслеживания движений головы. Поддерживается любым графическим процессором серии RTX, ну и использует их выделенные процессоры Tensor Core i. NVIDIA приняла в учет, что не все пользуются RTX, а, например, как ни странно, имеют карты серии GTX. В этом случае они исправили плагин RTX Voice, который также сможет использовать возможности удаления шума AI, но уже с некими ухудшениями в производительности и качестве воспроизведения. Все как обычно NVIDIA. И последнее о компании. Она представила новую программу Omniverse Machinima. Она предназначена для создания 3D-анимации в реальном времени на основе игровых ресурсов и стандартных моделей на основе искусственного интеллекта. Пользователи смогут импортировать ресурсы из игр или из онлайн-магазинов для стандартного контента, ну или из программного обеспечения Adobe, Unreal Engine или Autodesk. Анимировать персонажа можно будет с помощью двух технологий искусственного интеллекта: Pose Estimator, который генерирует движения на основе видеозаписи движений, и Audio to Face, который генерирует лицевую анимацию из записанной речи. И еще можно будет добавлять эффекты, такие как дым, огонь, пыль на основе NVIDIA Physics и Flow для симуляции жидкостей в реальном времени. Обмен файлами будет в формате USD. Pixar представили RenderMan 24. Релиз состоится только в начале следующего года. Рендер будет поддерживать создание стилизованных образов с помощью рисования различными кистями. При этом штрихи будут взаимодействовать со светом в сцене и поддерживать AOV. Pixar подтвердила, что RenderMan XPU — это новая комбинированная система рендеринга CPU и GPU. И все это как раз будет частью релиза. Внедрили новую модульную систему для послойных материалов под названием Llama. Она заменяет существующий инструмент Pixar Layer Surface. По запросам пользователей Llama будет поддерживать подповерхностное рассеяние и дисперсию. Полный набор функционала был представлен во время прямых трансляций на выставке RenderMan Art и Science Fair. Также RenderMan скоро будет и для пользователей Blender. Отметим, что RenderMan поддерживали Blender 2.79 пару лет назад, но тогда Pixar дропнули поддержку после обновления. И вот сейчас снова возобновили сотрудничество. Плагин будет поддерживать новые функции 24-й версии, включая стилизованные образы, систему слоистых материалов Llama и новые узлы шаблонов OCL. Пользователи уже ознаменовали плагин как BlenderMan. Итак, вышел Blender 2.9.0. Размытие в движении в Eevee было полностью переписано. Добавлена поддержка деформации сетки волос и накопления субкадров для большей точности. Шумоподавитель Intel Open Image Denoise в 2.9 можно использовать в интерактивном режиме во viewport, а также для окончательного рендеринга. Кэширование OpenVDB, а именно данные дыма и жидкости, теперь будут записываться в один файл кэша VDB для каждого кадра. Также Blender 2.9 представил поддержку Intel Embree, сокращающую время рендеринга cycles в сценах с размытием движений. Новая настройка смещения тени помогает избежать артефактов затенения сглаженными нормалями на низкополигональных сетках. Теперь при разделении или объединении полигонов объекта сохраняются правильные нормали. Конечно, это не все улучшения, и полный список изменений, и ссылку для скачивания ищи в описании. А еще Blender настолько торопились с запуском релиза, что их мобильная версия сайта не была
полностью проработана и оптимизирована. Пользователи негодовали, так как на смартфонах сайт выдавал невероятные размеры шрифтов и отступов, что не позволяло что-либо просмотреть. И даже на ПК были проблемы с загрузкой новости о релизе. Так что если у кого-то были такие проблемы, то знаешь, что... вот так. Еще в описании ты найдешь ссылку на файл с вот этой лисой, стоящей при загрузке версии 2.9. Кстати, немного о предстоящей версии 2.91. Уже предоставили ролик, где показали усовершенствованный инструмент заливки Grace Pencil. Добавили новые режимы покраски слоев и предустановки кистей для рисования. Теперь модификатор Mesh Sequence Cache может импортировать Alembic Velocities для рендеринга размытий в движении. Для лепки Close Brush теперь поддерживают столкновения с коллайдерами сцены. Также поверхность объекта полностью подчиняется гравитации. И еще внедрили новую кисть захвата материала и режимы моделирования ткани. В общем, всего до хрена. Boundary Brush включает в себя новые режимы деформации ткани в режиме полигонов. И это, еще далеко не все новые фишки. Булки всех компаний по созданию 3D-приложений, я думаю, сократились максимально. До 16 сентября версия 2.91 находится в стадии внесения изменений и новых возможностей. Предполагаемый релиз состоится в конце ноября. А теперь новости с разбега. Intel сменила свой фирменный логотип. Компания сообщает, что новый бренд отличается современным дизайном. Синий остается основным цветом бренда Intel, и в дополнение к нему представили новые варианты логотипов дочерних компаний с расширенной цветовой палитрой. В программе Framer появилась новая функция Magic Motion. Framer — это софт для прототипирования и веб-дизайна, основанный на коде. Функционал Framer позволяет создавать свои собственные анимации и переходы. Новый инструмент Magic Motion — это интеллектуальная анимация, особенностью которой является создание плавного перехода со скоростью 60 кадров в секунду. В доступе появился бесплатный пакет Factory Environment Collection для Unreal Engine. Это промышленный пак, который включает в себя все передовое оборудование, транспортные средства, погрузчики, конвейерные ленты, экраны, а также различный инвентарь для любого современного крупного производственного участка. Загрузить полную версию по ссылочке в описании. Фух, ребят, вот столько новостей. А пока озвучивал, порвал все связки. Ставьте за это лайк, и удачи тебе, мой друг.